Всех приветствую на моем канале, меня зовут Маргарита, и сегодня будем готовить трубочки для будущей хлебницы. Трубочек у меня 700 штук, я взяла с большим запасом, раствор тоже делала с большим запасом, потому что цвет хороший, он нам еще много раз пригодится, только чтобы он не застаивался долго. На трубочках меланж искусственно делала, это все в процессе покажу. Вот, трубочки сейчас еще чуть-чуть влажноваты. Я их буду сушить еще. Вот, цвет будет чуть-чуть светлее. Всем приятного просмотра. Ставим лайк и подписываемся на канал. Использовать я буду сухую морилку. Вот так вот она выглядит. Водорастворимая, цвет номер 3, красно-коричневый, светлые тона красного дерева. Достаю, тут есть инструкция по применению, на 1 литр разводится. Ну, это можно и больше воды наливать. Я уже замес сделала светлый замес. Вот я перелила в бутылку. Здесь у меня 1 литр 250 миллилитров. Вот. Цвет будет вот такой вот. Это основной цвет. Он будет чуть-чуть светлее, потому что я долила еще 250 миллилитров воды. Вот так, в принципе, это вот на 1 литр вот такой вот цвет получается. Это на 500 миллилитров, вот такой вот. А вот этот потемней, это уже на 250 миллилитров. Такой вот цвет, темный получается, красивый темный цвет. Итак, я беру баночку, наливаю сюда 250 миллилитров, баночка 0,5 на 500 миллилитров. И высыпаю туда содержимое пакетика. Вот, открыла. Вода у меня не кипяток, но она горячая. Градусов, наверное, 80. Вот, и нужно теперь все размешать, чтобы растворилась полностью морилка. Такого цвета мне нужно будет совсем чуть-чуть для того, чтобы сделать меланж. Сейчас я размешаю. Вот, размешала. Отливаю сюда миллилитров 100. Чуть-чуть совсем. Вот, отставляю. Это мне понадобится. Даже можно чуть еще поменьше взять. Вот. Еще чуть-чуть меньше. Мы будем работать кистью, поэтому нам нужно будет немного. И вот эту разводим полностью. Что осталось, добавляем сюда воды. Вот, и трубочки будем красить теплым составом. Все, размешали. Можно проверить, какой у нас там цвет получается. Вот такой. Видите? Но это уже высохшая трубочка, а это еще влажная. Так, теперь берем емкость, где будем красить. Одеваем обязательно перчатку, потому что очень хорошо закрашиваются ногти. Трудновато это все отмыть. Также я использую вот такой вот поддон. Поддон у меня очень рабочий, грязный. Вот, и поддончик маленький для трубочек в 30-35 сантиметров. Начну я со светлого цвета, который я намешала здесь. Простым окунанием.
Буду красить 400 трубочек вот этим раствором. Так, ну и просто окунаем. Достаем. Можно добавить воды, если кому-то слишком темный цвет. Можно размешивать как хочешь. Там кучей так складываю друг на друга. Вот это я покрасила 200. Замеса получится очень много, кстати. Если нужно поменьше, мешайте поменьше. Но я с запасом взяла. Всего с запасом взяла. Пускай будет цвет хороший. Пускай у меня будет запас этого цвета. Перед тем, как буду использовать в следующий раз, я его подогрею в микроволновке. Потому что, вот как я заметила, морилка, если она холодная, то она будет иметь холодный оттенок. Добавляю еще. И крашу оставшиеся трубочки. 400 трубочек покрасила, остался раствор. И я сюда же в раствор добавлю то, что мы вот на 500 мл разводили. Потемнее цвет. Прям сюда же и добавляю. Так. Крашу еще оставшиеся 300 штук. Выкладываю рядом. Клей я использовала Момент Столяр красной баночки. Специально для того, чтобы они у меня не раскручивались. Не раскручивалась скрутка, там где клей. Потому что с лучом она у меня всегда раскручивалась. И последние 100 штук. Получается у меня 400 светленьких и 300 потемнее. Угу. Все. Пускай немножко впитается, это сливаю. Можно сейчас просушить немного. А вот у меня еще одна трубочка, можно ее тоже, которая экспериментальная, закрашу и кину сюда. Феном можно пока подсушить. Нам нужно чуть-чуть поверхность, чтобы была сухая. Будем наносить темную морилку. Вот я подсушила, не сильно сушила. Видно, что кончики еще темные. Они и так, в принципе, будут немного темнее, чем основная часть трубочки. Вот. Ну и цветом они тоже разные. Все перемешала. Беру ту часть морилки, которая самая-самая темная. Беру кисть. Окунаю в эту морилку. Набираю немножко на кисть ее. И такими вот движениями покрываю трубочки с одной стороны. Со второй стороны они будут тем цветом изначальным. Так, сейчас еще беру. Это вот таким вот я способом делаю меланж. Потому что если морилку развожу просто с водой,
то она меланж у меня почему-то не дает. Только на там, где раструб у трубочки, только там получается темнее. Вот так. И то же самое все продолжаю делать со всей партией. Если где-то хотите еще потемнее, еще можете пройтись. Вот. Так все крашу. Даю полностью высушиться трубочкам. То есть полностью, чтобы внутри тоже. А потом уже буду делать обработку. Я вот подсушила несколько трубочек. Вот такой вот не ярко выраженный меланж получается. На изделии уже будет более понятно. Теперь, когда полностью высушенная, приступаем к финишной обработке. Для финиша использую вот такую Dufatex Aqua. На данный момент это такая у меня. У меня есть еще синяя. Это пропитка по дереву, бесцветная. Вот это маленькое ведерко. Его замешала. У меня есть уже готовый раствор. 50 на 50 с водой. Оно не жидкое, не густое. Обрабатывать я такие трубочки буду в 2 слоя. Укладываю. Первый слой хорошо пропитываю этой пропиткой. После пропитки, кстати, трубочки будут немного темнее, когда подсохнут. Сейчас трубочка очень хорошо впитывает эту пропитку. Так, покрашена чистой морилкой. Сначала хорошенько с одного конца пропитываю. Хорошо концы. Эту сторону сейчас подсушу. И можно будет приступать ко второй. Раскладываю вот так. Дам сначала полежать. Пускай полежат минут 5. Пропитка вся впитается. Вот этот вот беленький слой от пропитки, чтобы он впитался. Пускай полежат. Все распределила. Оставлю так. Немного полежали, минут, наверное, 5. Трубочки между собой у меня не склеиваются за счет покрытия просто морилкой. И сейчас подсушу феном, горячим воздухом. Подсушила. Немножко я не до полного высыхания сушила. И прокрашиваю вторую сторону. Точно так же хорошо пропитываю. Все, выкладываю и провожу ту же самую манипуляцию. Даю подсохнуть
5 минут, потом феном. После того, как вторую сторону я просушила, просушу на прохладном таком огне. Когда выключаешь полностью прохладный воздух, делаешь, просушу, остужу их, и можно будет делать уже второй раз, пропитывать пропиткой. Просушила. Они еще влажноватые. Ну, чувствуется, да, что трубочка влажная. Но сверху покрытие, в принципе, такое сухое. Вот. И как вы видели, я, когда сушу, я сильно вот так вот их не тереблю. Для того, чтобы они не были мокристыми. Так, ну и все. В принципе, второй раз обрабатываю. Также сушу. Я обычно выкладываю, после финишной обработки, выкладываю, чтобы они полностью просохли. Только потом увлажняю. Ну, можно, в принципе, они сейчас внутри такие достаточно влажные. Можно сейчас в пакет замотать и на сутки. Но я их полностью высушу. Пропитаю под краном водой. Не сильно пропитываем, потому что это морилка. Покрытие у нас такое не очень плотное. Вот, после этого даю им сверху высохнуть, чтобы вода высохла. И только потом кладу в пакет. Через сутки я буду ними плести.